Всем привет, с вами Bad Polygon, и это серия уроков из курса Mixer Fundamentals. Автор урока Джордж Пауэрс. На русский язык переведено и озвучено Bad Polygon, а ссылку на англоязычный плейлист от автора я оставлю в описании этого видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Также включите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых уроках. Ссылки на мой канал, Telegram и страницу Facebook я также оставлю в описании этого видео. Присоединяйтесь. Привет всем, это Джордж Пауэрс, Quixel, и добро пожаловать в эту серию уроков по Mixer Mask Stack. Сегодня мы рассмотрим компонент маски Position Gradient. Итак, давайте сделаем это правильно. Компонент маски Position Gradient является очень простым компонентом. При применении Position Gradient будет использоваться displacement и направление нормали для создания маск, которая начинается с белого и постепенно исчезает до черного. На первый взгляд этот компонент может показаться довольно ограниченным, но есть несколько креативных способов использования Position Gradient, и мы рассмотрим некоторые из них через минуту. Прежде чем мы сделаем это, давайте рассмотрим настройки внутри компонента. Для начала у нас есть угол и наклон. Наклон будет определять наклон в вертикальном направлении нормали для включения в маску. Например, наклон нулевой степени будет иметь маску, которая сверху. Принимая во внимание, что если мы передвинем эту ручку наклона полностью до отметки 90 градусов, то направление маски теперь будет сбоку. Теперь, когда маска выступает со стороны, мы можем повернуть ручку угла, чтобы изменить угол, под которым будет исходить маска. И если вам нужно конкретное значение, вы также можете численно ввести эти значения в слоты справа от маркеров. Если вы удерживаете нажатой клавишу Shift при перемещении рукоятки угла и наклона, ваше движение будет увеличиваться шагом 15 градусов, что дает вам более точную настройку параметров. Чуть ниже расположены две радиокнопки Above и Below. Когда наклон установлен на 0 градусов, маска будет проецироваться сверху вниз по умолчанию. Переключив этот переключатель на Below, вы, как вы уже догадались, проецируете снизу вверх. Подобно компоненту Curvature, который мы рассмотрели, у нас есть несколько способов определить, как вычисляется информация о маске. По умолчанию используется Mesh and Underline Mix. Как и в случае с Curvature, для определения градиента будет использоваться не только Mesh в соответствующем дисплейсменте и информация о нормалях, но также любой активный под ним слой. Когда я включаю и выключаю этот слой, вы можете увидеть некоторые тонкие изменения маски, которые подобраны из этой настройки. Далее идет Mesh и базовый Displacement. Этот режим будет использовать исключительно Mesh и связанные текстуры, но игнорировать все остальные слои ниже. Вот почему детали из слоя, которые я переключал минуту назад, больше не видны, даже если слой все еще активен. Наконец, есть только Mesh. Этот параметр просто будет использовать геометрию Mesh вместе с Position Gradient и практически будет выглядеть как идеальная маска градиента. Разница между двумя последними настройками довольно тонкая, но могут быть случаи, когда вам понадобятся некоторые из этих элементов управления. Наконец, у нас есть пара ползунков для диапазона маски, которые управляют диапазоном значения градации серого. Если мы перетащим левый ползунок по значению черного, будет потребляться больше маски, и аналогично, если мы потянем правый ползунок по значению белого, то меньше. Если мы сблизим эти два ползунка, то мы увидим одну половину в основном яркую, а другую половину в основном темную. А затем, чем ближе эти два ползунка, тем меньше градиент, который мы видим, соединяя белый и черный до такой степени, что мы можем избавиться от градиента и сделать резкую линию. Кроме того, если вы зажмете клавишу Shift, вы можете перетаскивать оба ползунка одновременно, и оба ползунка будут перемещаться в диапазоне от 0 до единицы. Это удобно, если у вас есть настройка диапазона, все хорошо, но хотите отрегулировать, где происходит переход на модели. И, наконец, у нас есть инвертирование, которое делает именно так, как и звучит, инвертирует результаты вашей маски. Хорошо, теперь, когда мы рассмотрели, как работает компонент, давайте посмотрим на пару примеров того, как мы можем использовать это для нашего повседневного процесса текстурирования. Допустим, я хочу добавить в эту канистру простую полосу краски. Если я активирую сплошной слой и придаю ему маску, я могу добавить Position Gradient, чтобы начать работу. Первым делом я перейду в режим маски, а потом я хочу собрать ползунки диапазона, чтобы дать им резкий переход. Опять же, если я удерживаю Shift, я могу одновременно установить оба ползунка там, где я хочу, чтобы была граница. Теперь я могу вернуться к кнопке компонентов и добавить еще один Position Gradient. Но я также могу щелкнуть правой кнопкой мыши на текущем слое и нажать кнопку Copy Component. Если я снова щелкну правой кнопкой мыши, я могу выбрать «Вставить как новый», и это создаст новый компонент с точно такими же настройками, что и тот, который я скопировал. Теперь, когда у меня есть второй компонент, первым делом я изменю его так, чтобы он шел снизу, а затем я переключу настройки смешивания слоя на Multiply. Это умножит маску слоев на слой ниже, и так как у меня есть только черные и белые значения этого слоя будут проигнорированы и будут включены только черные пиксели.
Так что теперь все, что мне нужно сделать, это настроить диапазон на этом слое до желаемой толщины полосы. И теперь у нас есть идеальная полоса краски, идущая вокруг канистры. Затем я могу добавить еще несколько слоев поверх этого, например, легкий блюр по Гауссу и компонент Map, чтобы добавить царапины и сколы краски. Если вы не знаете, что это за компонент Map, не беспокойтесь, мы расскажем об этом в отдельном видео очень скоро. Другой способ, в котором мы можем использовать Position Gradient, это создать грязь и брызги с земли на основании меша. Итак, давайте активируем грязевую поверхность здесь, а затем дадим ей Mask Stack. Перейдите в режим маски, а затем начните с Position Gradient и установите переключатель на Below. После этого мы просто потянем ползунок с черного цвета примерно наполовину, и с этим слоем мы закончили. Затем я добавил компонент Map с каменной поверхностью из библиотеки Megascan. Опять же, я очень скоро рассмотрю этот компонент более подробно. Итак, пока мы будем придерживаться приоритета в разговоре об этом слое, я просто настраиваю диапазон компонента Map, чтобы получить довольно резкие контрастные результаты. А затем устанавливаю режим наложения Add так, чтобы только яркие значения маски передавались слоям ниже. Хорошо, давайте добавим еще один Position Gradient поверх этого, а затем все, что нам нужно сделать, это инвертировать результат и установить их в режим смешивания в Multiply, который будет маскировать детали рисунка из компонента Map по мере того, как он становится выше в меше. Затем, чтобы дать нам больше контроля над плотностью этого перехода, мы добавим модификатор Gradient Remap и скорректируем настройки, чтобы получить хороший fall-off ближе к основанию. И, наконец, для тонкой настройки мы добавим компонент Curvature, установим Cavities Only и немного увеличим уровни. Установим режим наложения Add, а затем немного уменьшим непрозрачность. Теперь, если мы вернемся в режим рендеринга, мы можем увидеть, что у нас есть немного влажной грязи на основании меша, как будто прошел дождь, какая-то многолетняя грязь и мусор. И у нас также есть следы грязи, которые накапливались в расщелинах повсюду, который добавляет большую глубину и характер к этой текстуре. Как вы можете видеть, Position Gradient может быть использован не только сам по себе, но и в сочетании с другими компонентами и модификаторами, чтобы дать вам фантастически выглядящие маски. Я надеюсь, что это видео дало вам представление о том, как простой на первый взгляд компонент маски можно эффективно использовать для быстрого и эффективного создания потрясающих текстур. Следите за новостями. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.